Всем теплый привет! С вами снова Алена, и сегодня мы с вами продолжаем говорить о косметике, которую я заканчиваю. Или нет. В этот раз у нас вот такой набор. Как и в предыдущем видео, я буду подписывать, сколько раз я использовала то или иное средство за последний месяц. Но в этот раз я еще обозначу красным цветом средства, которые я использовала меньше, чем в прошлом месяце, и зеленым средства, которые я использовала больше, чем в прошлом месяце. А изменения у нас есть. Начнем. Первое, что я вам буду показывать, это основа. И первая база у нас VDL. База VDL стала чуть меньше, чем половина. Теперь самое интересное. Я разобрала базу Эльф, сняла с нее вот эту вот крышку, горлышко, да. Я напоминаю, что у этой базы дно ползет вверх, и самая верхняя насечка — это и есть прогресс относительно той, что следующая за ней. И у меня новости по поводу этой базы. Дело в том, что база Эльф поменяла свою текстуру, и это силиконовый праймер, он стал более комковатым. И мне стало некомфортно его использовать на кожу лица, потому что он скатывался и портил макияж. Поэтому я его заменяю на другое подобное средство. А именно вот такой праймер от Maybelline. Его количество я отметила вот этой насечкой. Следующее у нас с вами тональные основы. И первой я хочу вам показать ту, которую хочу, наверное, закончить больше. Прогресс у нас с вами вот такой. Ну и другая тональная основа в этом проекте, которая меня очень удивила, просто потому что, наверное, с наступлением весны у меня изменился режим жизни и виды деятельности, поэтому именно этой тональной основой я пользовалась чаще. И я думаю, очевидно, да, что я ее использовала больше, чем раньше. А еще, если посмотреть на количество тональной основы, которая осталась, то мне кажется, здесь месяц-два, и флакон будет полностью пустым. Далее мы берем средства, которые добавляют свет, тень и цвет нашему лицу. Я думаю, здесь прогресс очевиден. Я покажу вам, как эта палетка выглядела месяц назад. Еще одна палетка, которая у меня лежит в корзинке, но я ею практически не пользовалась. Я думаю, это не потому, что у меня недостаток дисциплины, а потому, что сама по себе палетка такая. Теперь поговорим про хайлайтеры. И хайлайтер, который я использую для жизни, выглядит вот так. Мне кажется, из-за того, что это запеченный хайлайтер и у него такая выпуклая форма, особо не видно прогресса, но я использовала его чаще, чем следующий. А еще он мне очень нравится, потому что он очень носибельный и полностью мне подходит. Я думаю, это самое главное качество средства для Project Pan. На вот этом хайлайтере, думаю, прогресс будет более очевиден, потому что он плоский. Теперь средства, которые у нас были заменами в предыдущем отчете, и про нюансы. В предыдущем отчете я брала вот эту палетку на замену палетки Lime Crime, потому что мне захотелось нового оттенка. Но все изменилось. Для начала я покажу вам, в каком она состоянии и сколько раз я ее использовала. Из-за того, что я использовала ее довольно мало, я думаю, мало что можно увидеть. Но следует отдать должное, в этой палетке действительно очень красивые оттенки. И еще одна палетка, которую я ввела в свой Project Pan спустя неделю или даже больше от последнего отчета. И это сюрприз. Поскольку это сюрприз, я не покажу вам саму палетку, но я покажу вам оттенок, который я использовала за прошедший месяц.
Из этой палетки я использовала только один оттенок, вот этот. И другие оттенки я не использовала, и они новые. Вы можете увидеть его состояние относительно соседних. Мне настолько нравится этот оттенок, что я его использовала и на глаза, и в качестве румян. Продолжу ли я использовать эту палетку в следующем месяце? Я думаю, да, потому что у меня нет желания возвращаться к блесточной фреске из Lime Crime. Еще этот оттенок действительно мне подходит и действительно меня освежает, в отличие от той же более мрачной фрески. Теперь поговорим про украшалки. Латуаж. Я использовала только один из них и только в сегодняшнем макияже. А вот этим я пользуюсь регулярно, что вы можете видеть на флаконе. Нижняя насечка показывает прогресс за 2 месяца, потому что в предыдущем месяце средство разболталось и прогресса было не видно. Теперь поговорим о том, чем я красила губы за прошедший месяц. Это вот такая помада от Wet n Wild в оттенке Bare It All. Прогресс я отметила прямо на колпачке, поэтому вы можете видеть. Ну а теперь я хочу вам рассказать про свою любимую помаду, которую я, к сожалению, не заявила в предыдущем Project Pen, но она автоматически вошла в него, и я начала считать, сколько раз я ее использовала. И это помада от Luxe Visage в оттенке 504 Cara. Оттенок ее вы можете видеть на моих губах. Вот так она выглядит, и, повторюсь, я считала, сколько я использовала за прошедший месяц. Что касается качества этих двух помад, то мне гораздо больше нравится носить вот эту. Все потому, что я не чувствую ее вкус, когда ношу, в отличие от Wet n Wild. А еще у нее гораздо более качественная упаковка, в то время как у Wet n Wild уже потрескался колпачок. Я вообще удивлена, как он полностью не развалился. Естественно, Luxe Visage Cara мне нравится гораздо больше по нескольким параметрам. Теперь про новости, какие-то мои решения, что я заменяю, что я оставляю. Ну и первое, что я хотела бы убрать из своего текущего Project Pen, это вот эта палетка. Я думаю, точно не потому, что она мне не нравится, скорее просто потому, что ее время еще не пришло. Единственный оттенок из палетки, которую я вам пока не показываю, мне хочется закончить гораздо больше, чем какой-либо из оттенков из этой палетки. Чуть не забыла про нее рассказать. Вот так эта помада, которую я использовала в качестве румян, выглядит сейчас. И я избавляюсь от нее, потому что это совершенно не мое. Это не мой оттенок. Мне не нравится жирная текстура на моем лице. Поэтому у меня просто не осталось никаких причин оставлять ее и в Project Pen, и в моей коллекции. Я просто освобождаю свою баночку для других целей. А еще я думаю, что если бы эта помада была в оригинальной упаковке, в стике, то я бы точно уже дошла до пластиковой каемки. Так что можно считать, что помада закончилась. Особенно, когда я пришла к тому, что она мне не нравится. Все, хватит. Помните этот контурный стик? На нем я дошла до пластиковой каемки. Мне не подходит оттенок, мне не подходит жирная текстура, и мне не нравится запах. У меня больше нет желания закончить его до самого-самого конца. Он мне не очень подходит, он даже, можно сказать, не украшает мой макияж, где-то даже портит его. Я не хочу его допользовать, но я хочу освободить место в своей коллекции. Поэтому пора. Ну и, наконец, и это... Круто же, да? Наконец-то. Я думала, что она никогда не закончится. Что я с ней буду делать? Чем я буду ее заменять? Вместо того, чтобы брать какую-то следующую пудру, мне очень подходит формат рассыпчатой пудры, потому что они отлично и фиксируют макияж, и делают поверхность кожи более ровной визуально. Но вместо того, чтобы брать какую-то новую пудру, я попытаюсь закончить вот эту.
Несмотря на то, что вся палетка бестальковая, вот эта конкретно пудра бестолковая, потому что она пигментированная, но она ужасно справляется с теми задачами, для которых я использовала рассыпчатую пудру. Поэтому я думаю, что это будет для меня испытанием, но во всяком случае, я думаю, стоит попытаться. Следующее средство, от которого я избавляюсь. Мне не очень идет этот оттенок, и я нашла человечка, которому эта помада очень-очень подошла. Я не говорю про то, что лучше, чем мне, это само собой. Просто она человеку очень понравилась. Зачем мне ее хранить, если у меня уже есть любимая помада? Теперь в моей корзинке, как вы могли заметить, не осталось румян. Потому что вот такой оттенок выглядит на мне как ожог. Значит, нужно выбирать что-то более свежее. И тут я хочу снова вернуться к палетке Lime Crème. И на должность румян у нас претендует вот этот оттенок, который мне и до перерыва, да, в использовании этой палетки также нравился. Единственное, он слегка чуть-чуть пигментированный, чуть слишком пигментированный, и он мне нравится. Я рассчитываю на то, что если фреску я не закончу, то хотя бы вот этот оттенок я закончу точно. Кроме того, зона нанесения румян у меня достаточно широкая. Я наношу румяна большой кистью. И для большой кисти, несмотря на то, что рефилы крупные, это будет неудобно. Они недостаточно крупные для большой кисти, которую я использую для румян. Поэтому я думаю перепрессовать этот оттенок в эту баночку. Как вы думаете, это хорошая идея? Или не очень? Или мне все-таки стоит оставить тени на своем месте? Поделитесь вашим мнением в комментариях. На этом у нас на сегодня все, и я надеюсь, что я ничего не забыла. Я напоминаю, что у меня есть и другие соцсети, и телеграм-канал. И если я все-таки что-то забыла, я обязательно дам вам знать об этом в своем телеграм-канале. Спасибо, что оставались со мной, хорошего вам времени суток и до скорой встречи в следующем видео. Пока-пока! Все средства, которые я использовала в сегодняшнем макияже, я оставлю в своем телеграм-канале. Блин, я забыла, что я говорила. Да что ж такое-то? Я надеюсь, ничего не забыла. О чем я говорю про нее вообще? Она просто 10 минут.